Vision борда на 2026 год. Каждая из этих картинок отображает какую-то конкретную цель. Всем привет, это Настя Анас, добро пожаловать на мой канал. Сегодня 10 января, а это значит, что от Нового года прошло уже сколько? 10 дней. И когда, как не сейчас, нужно наконец-то браться за голову и начинать новую жизнь, да? С чистого листа, вот как мы всегда любим. С 1 января перерождаемся другим человеком. New era of me, new year, new me. Да-да-да, вот все эти штуки. В общем, мы все верим в то, что в новом году мы сможем стать чуточку лучше, ну или вообще стать офигеть какими крутыми. И я тоже верю в это. И в этом видео я покажу вам, как я меняю свою жизнь к лучшему и иду к своим целям. Чтобы вы посмотрели и вдохновились, а может быть посмотрели и забили, ну, тут уже как бы каждый сам решает. Итак, у этого видео довольно странный влогово-разговорный формат, который я пробую, мне кажется, впервые на своем канале. Сначала я вам покажу вообще, как я день начинаю. Это будет такой мой первый продуктивный день в этом году. Решила так, начать новую жизнь, Новый год с 10 января. Так что сначала мы с вами перенесемся в раннее московское зимнее утро, а потом, ближе к концу видео, вы снова увидите меня, которая будет с вами делиться советами. Не очень мне нравится это слово. Буду рассказывать о том, что я собираюсь делать в новом году, чтобы стать лучшей версией себя. Муа! Совершенно нормально давать себе больше времени на изменения. Изменения в образе жизни, карьере, привычках и прочем. Я поняла это спустя месяц жизни в 2026. За этот январь я осознала, что лично мне нужно больше времени на то, чтобы подготовить себя к переменам. Общество со своими неадекватно высокими стандартами и погоней за успехом постоянно давит на нас и призывает как можно быстрее выходить за пределы своих возможностей и становиться лучше. Мне кажется, гораздо важнее слышать себя и свои желания. И расти, и меняться исключительно в своем темпе. Да, по плану, к концу января я уже должна была достичь определенных результатов, но у меня это получилось плохо. Или вообще не вышло. Расстраиваюсь ли я от этого? Не знаю. Вроде нет. Я приняла это как некий жизненный урок, которым решила поделиться с вами. Я поняла, что гораздо важнее создать условия и почву для желаемых изменений. И только потом мягко начинать меняться. Выходить из зоны комфорта непременно полезно. Это развивает и закаляет, но так ли нужно это во всем? Разве не гораздо важнее услышать себя, понять свои эмоции, ощущения и двигаться в своем темпе? Я не могу быть идеальной во всем, и у меня не может получаться все сразу. И я это признаю. И в реальности я бываю очень разной. Грустной, веселой, уставшей, целеустремленной и замотивированной, или наоборот близкой к тому, чтобы сдаться. Или даже реально сдаваться. Но потом пробовать снова и снова, пока не получится хоть что-то. И это нормально. В конце этого видео я поделюсь с вами своими планами на 2026 год. Неважно, что прошел уже месяц от него. Двигаемся в своем темпе. Мне очень хотелось записать эту подводку, потому что сразу взваливать на себя так много и требовать быть идеальной действительно непросто. Надеюсь, и вы не будете воспринимать свою жизнь как гонку. К-чао! What the dog doing? Алло. Давай. Офигеть! Ребята, быть блогером так сложно. Я сейчас на то, чтобы подключить этот микрофон к камере, потратила минут 15, наверное. Мне кажется, весь мой обед уже давно остыл, хотя я пришла очень голодная вообще со съемок. Наконец-то начинаю говорить своим голосом, рассказываю, что у меня тут. Отварная картошка. Вроде как это нога индейки. Чуть-чуть. Помидорки с салатом. И также у меня здесь творожный сыр, соус гочучан. О мой бог.
Такой своеобразный ASMR получается. Как же это вкусно. И я сейчас питаюсь по плану, который составил мне ChatGPT. Ну как? Я стараюсь это делать. Он мне настоятельно рекомендовал есть углеводы и на завтрак, и на обед, что, собственно, я и делала. И также после обеда есть что-то сладкое. Вот, у меня это сырок, помело, и я пью кофе. What the dog doing? Ребята, время ужина. У меня здесь, как она называется? Лапша, ширатаки, нет, это грибы. Брокколи и фарш из индейки я здесь пожарила, еще всяких соусов добавила и сверху посыпала это все дрожжами пищевыми. Очень вкусно, сейчас буду есть. What the dog doing? Я поужинала, написала себе в заметках все, о чем я хочу вам сказать, и сейчас буду делиться с вами своими планами. На самом деле не обязательно действовать именно в таком порядке, в котором я скажу. Здесь все в первую очередь зависит от ваших целей, от ваших желаний. Но я бы начала с составления доски желаний или вижн-борда. Вау, вот такой вот у меня вижн-борд получился в этом году. Это моя физическая версия. У меня также есть электронная версия. Сейчас покажу вам небольшой влог о том, как мы вообще с Ритой делали эти вижн-борды. Ребята, всем привет. Ну, вот такое безмолвное у нас приветствие. Ладно, все, я это вырежу просто. Смотрите, Рита уже распечатала нам картиночки. Вау, вот это да. Смотрим Зверополис 2, вырезаем бумажки. Джесси активно помогает. Ну вот такие вот у нас вижн-борды получаются. Сейчас надо это все будет приклеить еще. А Рита будет еще с обратной стороны писать, что именно подразумевается под этими картинками. А мне слишком лень. Вот, все. Ребята, вот это наши вижн-борды на 2026 год. Та-дам! Вау, вообще прикольное занятие, очень рекомендую на самом деле. И мы Зверополис 2 досмотрели, пока все это делали. Лично для меня это не просто красивые картинки, вдохновляющие. Это те фото, которые я хочу в этом году повторить. Здесь еще не хватает скриншота с 50 тысячами подписчиков на Ютубе, я его потом добавлю. И каждая из этих картинок отображает какую-то конкретную цель или желание. Например, я очень хочу клубнику в шоколаде. Я 3 года уже хочу клубнику в шоколаде. Поэтому она у меня теперь есть на доске желаний. Если никто мне ее не подарит, я просто сама ее куплю себе и порадую себя. Ладно, клубника в шоколаде — это хихоньки да хахоньки, да? На самом деле здесь все довольно серьезно. И прежде чем находить эти картинки, я составила список целей, глобальных целей на этот год. Эти цели относятся к совершенно разным направлениям. Карьера, отношения, саморазвитие, внешний вид, доход и так далее. И под каждой из этих глобальных целей я выписала небольшие цели, которые мне нужно достичь, прежде чем исполнить одну свою глобальную цель. Например, чтобы похудеть до определенных параметров, мне нужно спать 8 часов в день, ходить 10 тысяч шагов в день, заниматься регулярно пилатесом и следить за питанием. Если что, худею я, потому что хочу стать моделью, а не потому что я как-то недовольна своим телом. Если бы не мое желание стать моделью, я бы просто поддерживала здоровый образ жизни, тренировалась и чуть-чуть следила за питанием. После того, как мы расписали свои цели, я думаю, можно позаботиться о пространстве, которое вас окружает. Потому что не зря говорят, что комната человека отображает то, что у него в голове. Я в своей комнате недавно сделала перестановку. У меня несколько недель была навязчивая мысль переставить все в своей комнате, и я не была уверена,
насколько классно это получится, но я все равно решила попробовать. И сейчас мне так комфортно, так приятно находиться в этом обновленном пространстве. Я ничего нового не покупала из мебели, ну, кроме беговой дорожки. Я просто все переставила. И сейчас мне так нравится, как все это выглядит. Ну, все стало как-то компактнее, лучше. Не знаю, короче, вообще класс. Новый год требует каких-то обновлений, даже таких небольших перестановок. И дышать стало по-другому в этой комнате. Честно-честно. Еще я разобрала в шкафу. Я убрала оттуда те вещи, которые я не ношу. Часть из них я, кстати, хочу продать. Так что если вдруг вы хотите у меня что-то купить или просто зайти посмотреть, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Именно там я и буду устраивать такую небольшую барахолку. И, кстати, у меня в углу стоит рейл. Туда я повесила вещи, которые я хочу больше носить в этом году, чтобы они у меня были постоянно перед глазами, и я могла с ними легче составлять образы и чаще их носить. Я вам рассказывала ранее, что в этом году я буду активно заниматься своей фигурой. И сейчас я вам покажу несколько обновок, которые мне в этом реально помогают. Первое. Это такая розовая бутылочка Стэнли. О май гаш. Ребят, честно, у меня не было такого желания купить Стэнли просто потому, что это бутылочка Стэнли. Но в один момент я поняла, что мне действительно не хватает воды. Мне нужно пить больше воды. Здесь больше литра в одной бутылке, и ее очень удобно пить отсюда. Если вдруг вы, как и я, не добирали жидкость, то очень советую присмотреться вот к таким большим термокружкам. Я уже пробовала ходить в зал, и я поняла, что это вообще совершенно не мой формат, что я не могу сочетать походы в зал с работой в офисе, что я вообще не хочу выходить на улицу, ни зимой, ни летом, мне вообще никогда не ладно. И что для меня вообще проблематично выходить на улицу зимой, да и вообще, в принципе, тащиться куда-то в зал, когда я устала и не хочу. Поэтому я уже давно поняла, что для меня формат домашних тренировок самый лучший. Чтобы мне достичь желаемой фигуры, мне нужно, во-первых, много ходить, а во-вторых, заниматься пилатесом, танцами и растяжкой. Поэтому мы купили беговую дорожку. И я сейчас в такой ужасный снегопад могу не выходить из дома. Я нахаживаю шаги у себя на дорожке. Офигенно. Хожу 40 минут или час в день. Если вы не дохаживаете шаги, есть много вариантов на Яндекс.Маркете. Мы свою купили за 10 тысяч где-то. Мне кажется, вполне нормальная цена. Еще у меня есть мой розовый набор Pink Pilates Princess. У меня есть коврик, утяжелители в 500 граммов и утяжелители в 1 килограмм, массажный мячик и массажный роллер. А еще у меня есть даже домашний реформер по пилатесу, который мне подарила Рита. Как видите, у меня не особо большая комната, но если очень захотеть, то можно и в ней устроить мини-зал. Всем советую домашние тренировки. Это бюджетно и очень просто. Если к вашим целям относится урегулировать свое питание, то я очень советую попробовать составить рацион с чатом GPT. Честно, я искренне думала, что в этом году, как и в прошлом году, у меня получится похудеть на новогодних праздниках, но не тут-то было. Я не знаю, под каким эффектом я была в прошлом году, но в декабре и в январе я смогла сбросить 6 килограммов за 2 месяца. Я не знаю, это была какая-то магия и вот сила воли, которая во мне взялась откуда-то. Сейчас ее нет. На этих новогодних праздниках я то сильно переедала, то потом голодала, чтобы компенсировать то, что я съела до этого. В общем, это очень плохо, так не нужно делать. Я посоветовалась с чатом GPT, что мне вообще делать в своей ситуации. Я написала следующий промпт. Ты профессиональный нутрициолог, помоги мне с моей проблемой. Дальше он задаст все наводящие вопросы, либо вы можете сами описать всю свою ситуацию, и он вам поможет. Он разобрал мне мои ошибки и составил рацион на ближайший месяц, который должен избавить меня от компульсивных перееданий, потому что они ни к чему хорошему не приводят. И также он мне еще даже спрогнозировал, за какой промежуток времени я смогу прийти к нужным параметрам. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Надеюсь, у меня все получится. В любом случае, знаете, я думаю, лучше питаться по рациону, который вам искусственный интеллект составил, чем какой-то ерундой страдать и то переедать, то голодать. В общем, нет. Есть люди, которым такое питание нормально, мне ненормально, я не могу так есть. Послезавтра закончится праздники, снова начнется учеба, работа. Так как же вместить в 24 часа в сутках и в 7 дней в неделю все свои планы, так еще и основную деятельность? У меня есть 2 работающих способа. Первый — это to-do-листы. Их можно как писать в заметках на телефоне, так и составлять от руки в тетради, например. У меня в to-do-листе обычно 2 блока. Мои дела и дела, которые мне нужно сделать по работе. К моим делам я отношу вообще все, что мне нужно сделать за этот день. От выпить пробиотики до смонтировать видео. Или даже помыть голову. Понимаете, вот все, что угодно в этот день мне нужно сделать, я записываю. И еще очень важно, я составляю to-do листы с вечера, чтобы утром
я могла посмотреть заметку на телефоне или открыть свою тетрадочку и не думать о том, что мне нужно сделать сегодня, а сразу же увидеть список дел. И второй способ — это планирование дня в календаре. В прошлом году я столкнулась с жутким выгоранием из-за того, что я ничего не успевала делать. Мне казалось, что я просто ленивая жопа, которой нужно лучше стараться. Оказалось, что это не совсем так, и что я просто плохо планирую свой день. Что я тогда сделала ради эксперимента? Я расписала весь свой день по часам, по пунктам, по минутам. Понимаете, как в школе расписание составила? Подъем в 7 утра, с 7 до 9 я занимаюсь своей утренней рутиной, дальше с 9 до 10 я еду на работу, с 10 до 19 я работаю и так далее. То есть составила расписание. Такое расписание помогает вам структурировать свой день, понять, сколько времени на какое дело нужно на самом деле, да, потому что вы не просто составили расписание, вы еще его потом меняете в зависимости от того, сколько действительно времени уходит на какое-то дело. Ну и вообще в целом такое расписание помогает быть продуктивнее. Главное не забывать туда отдых записывать. Это тоже одно из дел на день. Отдохнуть. И тут же говорю правило, без которого ни один из двух способов не будет работать. Не нужно пытаться сделать все идеально. Если я выполню хотя бы половину дел из своего to-do-листа, день уже будет просто отличным, замечательным. Не страшно, если я сделаю запланированную тренировку позже по расписанию. Или вместо получаса я позанимаюсь 10 минут. Это уже хорошо, я уже двигаюсь к своей цели, это уже часть моего прогресса. Я большая молодец. Просто если как-то, хоть как-то это сделала. В этом году одна из моих целей — это начать говорить на корейском языке. У меня уже есть кое-какая база, но ее недостаточно, чтобы именно говорить. Сегодня до меня снизошло такое озарение. И я поняла, что лучше я буду учить корейский хоть кое-как. Хоть на коленке в метро буду учить слова, чем 3 часа идеально сидеть за столом, выписывать всю грамматику и вот так вот учиться, как я училась в школе. В школе я была круглой отличницей. Институт я тоже закончила с красным дипломом. Понятно, вот откуда это все в моей голове. И последние полгода я вообще не занималась корейским, потому что не знаю даже почему. В этом году цель заниматься хоть как-то. Хоть пару слов в день учить. Это будет уже лучше, чем ничего. И, наверное, это сложно для меня, потому что я привыкла требовать от себя максимум и вкладываться во все на все 100%, хотя это априори невозможно, потому что во мне всего 100%, и я не могу во все вкладываться на 100%. Вот такие дела. В этом видео я постаралась собрать полезную информацию для вас из своего опыта. Надеюсь, что вам понравилось, и вы лайк поставите. Комментарий напишите, если хотите. На самом деле, сегодня был просто невероятный день. Я очень рада, что именно сегодня начала записывать это видео. Всем спасибо за просмотр, и хорошего вам дня, и хорошего года. С вами была Настя Анаст. Бай-бай!